Из этого видео вы узнаете, как при помощи натуральных красителей получить 12 разных окрасок яиц. Итак, в первом варианте мы будем окрашивать яйца при помощи краснокочанной капусты. Берем небольшой кочан капусты и нарезаем его достаточно крупно. В каждом варианте мы будем использовать яйца двух цветов – белого и коричневого, и в результате посмотрим, как исходный цвет скорлупы будет влиять на конечный результат. Заливаем капусту 1 литром воды, и она должна у нас повариться 30 минут. Для того, чтобы яйца меньше лопались и в дальнейшем легче чистились, в воду добавляем 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку уксуса. Пока готовится капуста, отдельно сварим яйца для тех вариантов окрашивания, где будут использоваться заранее отваренные яйца. Варим яйца около 7 минут в кипящей воде. После того, как капуста проварилась 30 минут, необходимо остудить и процедить полученный отвар. Добавляем в него уксус и заранее отваренные яйца белого и коричневого цветов. Оставляем их там на 30 минут. Посмотрите, какой необычный, красивый голубой оттенок мы получили у белого яйца и насыщенный серо-зеленый у второго. Второй вариант окрашивания и один из самых распространенных – это окрашивание луковой шелухой. Заливаем чистую луковую шелуху водой и варим 30 минут. Не забываем добавить соль и уксус, кладем яйца в кипящую жидкость и варим их там 10 минут. Также используем яйца белого и коричневого цветов. Вот такие рыженькие яйца с разной интенсивностью цвета у нас получились. Так как жидкости было немного, яйца получились слегка мраморными от соприкосновения с шелухой. В этом варианте очень легко регулировать насыщенность цвета. Чем больше шелухи у вас будет, тем более красный оттенок вы получите. В третьем варианте будем окрашивать яйца с помощью куркумы. Берем 1 литр воды, добавляем 1 чайную ложку соли, 2 столовые ложки куркумы. Все тщательно перемешиваем и кладем туда сырые яйца. Ставим на плиту, доводим до кипения и варим на маленьком огне около 10 минут. В этом варианте яйца можно сразу даже не доставать, а дать им немножко полежать в этом растворе. Вот такие изумительно праздничные, ярко-желтые и ярко-оранжевые цвета мы получили. Следующий вариант окрашивания – это окрашивание хлорофиллом. В воду добавляем хлорофилл. Это пищевая добавка, которую можно купить или заказать в аптеке. Размешиваем, добавляем уксус и кладем туда уже заранее отваренные яйца. Оставляем их настаиваться в этом растворе на 30 минут. Концентрация у аптечного хлорофилла разная. Мы использовали 30 мл хлорофилла. Если требуется более насыщенный цвет, то можно смело увеличивать количество. Вот такие яйца зеленоватого оттенка мы получаем при этом виде окрашивания.
Пятый вариант окрашивания у нас будет при помощи чая каркаде. Заливаем чай водой, добавляем соль, уксус и доводим до кипения. Кипятим наш чай 10 минут. Далее кладем в раствор заранее отваренные яйца. Здесь мы будем окрашивать не 2 яйца для сравнения, а 4, потому что при этом виде окрашивания, в зависимости от времени, которое яйца проведут в отваре каркаде, мы получим совсем разный результат. Вытаскивая яйца из раствора с определенным интервалом, можно получить яйца разных оттенков. В нашем случае первая пара яиц провела в растворе 10 минут. Вот такой слегка сиреневатый оттенок яиц с уникальным мраморным рисунком мы получили. Вторую пару яиц мы выдерживали в растворе 30 минут и на выходе получили более насыщенный фиолетовый оттенок. Для того, чтобы окрашенные яйца были яркими и глянцевыми, рекомендуем смазать любым растительным маслом. Очень удобно это делать с помощью ватного диска. Вот такие изумительные цвета мы получили при помощи окрашивания натуральными красителями. Всем светлых праздников!